Добро пожаловать на курс по HTML, с которого начнется разработка веб-страниц. Сегодня мы познакомимся, зачем нужен HTML, как он работает, как выглядит структура страницы и создадим свой первый элементарный сайт. Если сравнивать человеческое тело с веб-страницей, то из чего состоит человеческое тело? У нас есть кости, у нас есть нервы, с помощью которых мы двигаемся, у нас есть какой-то внешний вид, ну, волосы, одежда и так далее. Так вот, в сравнении человека с веб-страницей будет выглядеть так. HTML-страница– это кости, костная ткань, то есть структура, база, на которой базируется все тело. JavaScript– это уже нервы и мышцы, с помощью которых наше человеческое тело может двигаться и как-то функционировать. CSS, в свою очередь, это уже внешний вид. Ну, волосы, черты лица и так далее. Сегодня мы сфокусируемся на костях, то есть HTML. HTML отвечает за каркас сайта, и это его главная задача. Давайте для начала мы создадим свой первый HTML-файл. Я работаю в Visual Studio Code, нажимаю вот сюда, New File, и придумываю ему имя, ставлю точку и расширение. Любой файл с расширением HTML– это HTML-овский файл. Вот так он выглядит. Сразу скажу, что я работаю в уже настроенном Visual Studio Code. Если вы хотите, чтобы все работало так же, как у меня, то рекомендую перед уроком уделить 5 минут и перейти на другой мой урок, где я его настраиваю. В дальнейшем эта настройка поможет вам сэкономить уйму времени и нервов. Вернемся к HTML. Итак, когда я его создал, мне бы хотелось открыть наш HTML файл. Чтобы его открыть, я нажимаю правой клавишей мыши на сам файл и выбираю эту опцию. Эта опция, она тоже у нас появляется только после того, когда мы скачали соответствующий плагин. Давайте все-таки в этом видео покажу, что за плагин. Мы открываем вот это расширение, вписываем сюда Live Server. Вот он. И здесь будет кнопочка «Скачать», вы скачиваете, после чего сможете открывать нашу HTML-страницу сразу в браузере с помощью такой логики. Если вы пишете с нуля и вы только начали с этого, то по факту это же не вся настройка, то есть я лучше повторю еще раз, что я работаю уже в полностью настроенном Visual Studio Code. И то, что я только что показал, это только первая настройка из многочисленных, которые вам требуются. Весь наш HTML файл будет состоять из тегов. Тег говорит браузеру, что именно мы хотим показать. Текст, изображение, список, табличку и так далее. Теги пишутся внутри угловых скобок и всегда с маленькой буквы. Например, сделаем тег P. Ставлю знак меньше, P, знак больше. У меня появляется целая строчка, и это по факту называется тег. Внутри этого тега я могу передать какой-либо текст. Ну, например, hello поставим. Как мы можем заметить, когда я обновлю страничку, появился тот текст, который я здесь указал. По факту, с помощью наших тегов мы сможем отображать на сайте очень разнообразные вещи. Тег состоит из открывающего тега, это вот такого, и закрывающего тега. Внутри тега мы передаем тот контент, который нас интересует. Например, если этот тег отвечает за текст, то я внутри него передаю какой-либо текст. Там могла быть фраза, если бы это был магазин, тут можно было написать какую-то цену, например, $12, ну или что-то подобное плана. Вам нужно очень четко понимать, из чего состоит тег. Что когда мы закрываем тег, видите, здесь вот такая палочка стоит. Эту палочку нужно обязательно писать. Как я говорил ранее, теги бывают очень разные. По факту теги это просто зарезервированные какие-то команды в HTML, которые мы будем прописывать внутри вот этих скобок. Ну, например, давайте напишу какой-то другой тег. Вот так вот сделаем его. И вот здесь пишу, давайте div.
Вот. Это уже другой тег. То есть точно такая же конструкция внутри скобок наших, но тут другое слово. Div. Пример еще одного тега h1. То же самое, видите, конструкция полностью такая же, но само слово, ключевая команда внутри, она другая. Чтобы мы его немножко сравнили, я напишу еще какой-либо текст в другом теге h1. Тут давайте title напишу вот так вот. И обновлю страничку, чтобы увидеть наше отображение. Вот, появился. Добавлю еще один тег h2. Опять, видите, меняю ключевое слово. Тут будет у нас другой текст, чтобы мы его отличали. Какой-то сам, например. И смотрим еще раз. Текст стал немножко поменьше. Видите? Давайте еще такой, как тег h5 посмотрим. И его внешний вид опять стал меньше. По сути, исходя из того, какое именно слово вы здесь пишете, у вас будет меняться внешнее отображение. Но это я вам показывал только контейнерные теги. Есть еще другой вид тегов, самозакрывающий. Я сейчас его напишу, это будет image, и сразу в image передам какую-то картинку. Обновляем страничку, видим изображение. Глобально в HTML есть два вида тегов. Это контейнерные, это те, которые имеют открывающий вариант и закрывающий вариант. И второй вариант – самозакрывающие теги. Как вы можете заметить, здесь я ничего не закрывал, но он тоже отображается корректно. Если немножко подытожить, то давайте повторим ключевые моменты. У нас есть два варианта тегов. Это контейнерные, вот такие, и самозакрывающие. Сами теги, они пишутся внутри вот таких скобок. Между ними какая-то ключевая фраза или слово. По факту команда HTML. Исходя из того, какое слово я здесь напишу, у нас будет то или иное отображение. Например, если я пишу h1, это большой текст. Если я пишу h5, это такой намного поменьше текст. Если же image, то вообще картинка. Важно понимать, если бы я здесь не написал image, а написал что-то другое, ну давайте придуманное слово сам напишу, такого тега нету, просто делаю пример, то картинка сразу пропала. Ну, так как HTML не понимает, что это за команда. Те слова, которые я здесь использую, теги по факту, это зарезервированные слова, зарезервированные команды, которые мы будем использовать для отображения данных моментов. Если говорить очень простыми словами, то для того, чтобы изучить HTML, вам для начала нужно выучить примерно 30-35 основных тегов. Вообще тегов очень много, и там сотни и больше, но все знать вам не нужно, а нужно знать только самые основные. И если вы эту базу будете знать, вы уже, грубо говоря, знаете HTML намного лучше. По факту, чем лучше вы умеете работать с тегами, тем лучше вы знаете HTML. Этот язык несложный, мы довольно быстро его сможем изучить. Также под конец добавлю, что теги могут иметь атрибуты. Про атрибуты мы будем говорить подробнее на следующем уроке. Сейчас очень вкратце, и вкратце это в нашем случае вот эта штука. По факту атрибут это дополнительная настройка тега для какого-то отображения. Например, если мы используем тег image, у него есть атрибут srk. И в этот атрибут мы указываем конкретно ту картинку, которую мы хотим отображать. Ну, картинок же тоже может быть много, и нам нужно всегда указывать, что именно в данном моменте нужно отображать. И еще одно. Обратите внимание на последовательность. Как говорили ранее, HTML это каркас, и получается, если я вот эту кость написал в самом низу, то в самом низу она будет отображаться и на страничке. Если же я возьму title и перенесу его вниз, вот так вот, то после обновления я увижу, что и title будет под картинкой. Это я намекаю вам на то, что последовательность крайне важна в реализации HTML. И в какой последовательности вы будете создавать теги, в такой последовательности они будут у нас на сайте. Как я говорил ранее, это только вводное занятие, и на следующем уроке мы разберем уже первую часть всех тегов, которые вам нужно знать. На этом все.
С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.